Всем привет с острова Самуи! Сегодня я покажу вам, как я сюда попала, какая здесь обстановка и как продлевают ковидный штамп. Погнали! Раньше многие туристы добирались на Самуи с компанией Лампрая. Сейчас ее поездки временно приостановлены. Как добраться с Пхукета на Самуи другими способами? Дешевле всего поехать на микроавтобусе, затем пересесть на второй, потом на паром. Это займет около 12 часов и стоит примерно 600 бат на человека. Вариант комфортнее, но дороже – поехать на такси до пирса в Суратани или заказать машину прямо до острова, примерно за 5-6 тысяч бат. Третий – полететь на самолете. Его я и выбрала. Билет с Пхукета на Самуи с багажом стоит около 2500 бат. Лететь всего 50 минут. Сейчас еду в аэропорт. Заказала трансфер от своего отеля на пляже Карон до аэропорта. Многие просят за это 1000 бат. Я нашла за 800. Забрали вовремя, все хорошо. Поехали! Дорога от моего отеля на пляже Карон до аэропорта заняла примерно час. На входе в домашний терминал Пхукета у меня не проверяли никаких документов. Посмотрели только билеты. Тайпас и приложение Марчана тоже не понадобились. Единственное, что нужно было сделать, заполнить простую анкету в электронном виде. Удобнее всего сделать это в бесплатном лаунже авиакомпании Bangkok Airways. Тут работает Wi-Fi. Очень хорошо, что я выбрала именно самолет, потому что я бы могла сейчас трястись в каком-нибудь жарком автобусе, а я сижу в лаунже, отдыхаю и могу взять напиточки, сладости и просто расслабиться. Анкету я заполнила за пару минут. Там все интуитивно понятно. Сохраните QR-код, который сформируется после заполнения. Его нужно будет показать по прилету на остров. Сейчас компания Bangkok Airways выполняет 2 ежедневных рейса с Пхукета на Самуи. Летела я вот на таком крошечном самолете. В нем меньше 70 мест, зато самолет был полным. Мне очень понравилась дорога. На Пхукете комфортный аэропорт, в котором можно недорого поесть, купить сувениры или что-то вкусное, и даже сходить на получасовой тайский массаж всего за 300 бат. Еще я впервые видела такой комфортный, бесплатный лаунж. Не зря Bangkok Airways называют лучшей авиакомпанией в Азии. Да и сам полет прошел отлично. Я рада, что не пожалела денег на самолет. В описании под видео оставила для вас ссылки на все варианты, как можно добраться с Пхукета на Самуи. Но от себя советую именно этот. От самолета нас забирали в забавных вагончиках. Полет занял всего 50 минут, а на выходе дали коробочку со снеками. Как будто подарок, так приятно. Аэропорт Самуи самый маленький из всех, где я была. Он очень живописный. До моего дома на пляже Мэйнам отсюда 20 минут езды. Хотела заказать трансфер заранее. Местные водители просили 800 бат. Решила, что лучше заказать в аэропорту. И не прогадала. Официальное такси из аэропорта обошлось всего в 500 бат. Так что советую брать трансфер на месте. Я приехала на Самуи в середине декабря, прямо к окончанию сезона дождей. Поэтому каждый день здесь немножечко пасмурно, иногда бывает дождь. Но есть в этом и плюс. Здесь, по ощущению, гораздо прохладнее, чем на Пхукете. Поэтому, если вы любите Таиланд, но не любите жару, сейчас на Самуи вам было бы очень комфортно. Море, мне кажется, даже теплее воздуха иногда. Заходить в него так приятно, так комфортно. А дома я еще ни разу не включала кондиционер. В Таиланде, представляете, как классно. Солнышко, конечно, выходит, и тогда все прямо озаряется, и такая красота.
В общем, здесь прям очень-очень хорошо. Но море немножечко волнуется и иногда на берег выбрасывает водоросли. Хорошо, что их быстро убирают и становится сразу все снова красиво. Но иногда утром выходишь и думаешь, что здесь произошло, почему здесь столько грязи. Но потом уже через несколько часов все чистенько и хорошо. А вот и солнышко вышло, видите, как хорошо? Перед поездкой на Самуи я посмотрела видео нескольких блогеров, и мне стало как-то даже не по себе. Кто-то говорит, Самуи — это остров-призрак, кто-то говорит, здесь все вымерло, и как будто после апокалипсиса. Я даже немножко расстроилась и думаю, может, я зря сюда поехала. Но решила не менять планы, все равно приехать сюда, потому что я очень люблю Самуи, и я так рада, что я это сделала. Все с ним в порядке, здесь по-прежнему кипит жизнь. Конечно, здесь нет толп туристов, как было раньше, хотя есть тут такие места, где и раньше-то туристов не особо много было. Например, сейчас я живу в районе пляжа Мэйнам, и он всегда был не особенно туристическим. Здесь очень много местных и переехавших, в том числе европейцев и русских. Поэтому здесь все осталось прежним. Закрылось несколько кафешек, но, например, вечерний рынок и многие ресторанчики по-прежнему работают. Я вижу, что позакрывались отели, но некоторые все равно работают. В общем, я бы не сказала, что здесь что-то очень сильно изменилось. Я была здесь 3 года назад и узнала Самуи таким же, каким я его запомнила. А еще я очень удивилась, что за 3 года здесь почти не поменялись цены и на жилье, и на продукты. Я съездила в магазин Big C и несколько раз была на рынке и вижу, что почти ничего не поменялось. Если вам интересно, напишите мне в комментариях, и я сделаю обзор рынка, покажу, что сейчас продают и сколько все это стоит. Белочка! А сейчас поговорим о документах и ковидном штампе. Я приехала в Immigration Office, чтобы поставить ковидный штамп. Приехала прямо к открытию, чтобы было поменьше людей. И действительно, людей здесь почти нет. На входе помогают волонтеры. И кричат петухи. На входе помогают волонтеры заполнить анкету. Там все очень просто, вы легко разберетесь, лежат везде образцы. Дополнительно к анкете нужно приложить свою фотографию и 2 ксерокопии. Это первая страница паспорта и страничка, куда вам поставили штамп в аэропорту по прилету. Это все можно сделать прямо здесь, за небольшую плату, вам совсем помогут. Одна страничка ксерокопии стоит всего 5 бат. Я уже заполнила все документы, сотрудники выдали мне номерок, очередей почти нет, поэтому я быстро прошла и отдала документы в окошечко. Мне сказали подождать примерно час. Здесь есть кафешка, поэтому можно комфортненько отдохнуть и подождать. А ждала я всего минут 10. Выпила кофе и вернулась в приемную. Мне тут же выдали паспорт. Ну все, я получила заветный штамп. Я думала, что придется ждать, потому что видела у многих блогеров, сначала у них забирали паспорта, ставили им недельный штамп и потом просили приехать через неделю за нормальным, который на 60 дней. А мне сразу поставили на 60. Все, представляете? Я только выпила кофе, поднялась, мне дают мой паспорт со штампом. Все дела сделаны. И это заняло в сумме, наверное, полчаса. Я так рада. Я уже приехала домой, немножко эмоции улеглись, поэтому расскажу вам в спокойной обстановке еще раз, какие нужны документы. Чтобы поставить ковидный штамп, вам потребуется паспорт, 2 ксерокопии, основная страничка и штамп. Это можно сделать на месте, плюс фотография. Сфотографироваться тоже можно на месте, это недорого. Фотографиям особо не притирается, так что если у вас есть любая фотография, которую вы делали на документы, то есть на белом фоне крупное лицо, то она подойдет. У меня подошла фотка для анкеты на загранник, то есть вообще любая. На этом с документами все, нужна еще только анкета, которую вы заполните на месте. До того, как пойти подавать на ковидный штамп, я прочитала в интернете, что нужны какие-то письма из посольства, подтверждение от хозяев жилья, что вы здесь живете, там регистрации какие-то сложные. Ничего этого не нужно, только паспорт, копии, фотка и заявление. Стоит это все 1900 бат, платите вы на месте, прям в окошечко, где сдаете документы. Платить нужно наличными, сдачу, если что, дают. А еще многие говорят, что можно прилететь в Таиланд и чуть ли не на следующий день бежать ставить себе ковидный штамп. Оказывается, это совсем не так. Я приехала в Immigration на 10-й день
пребывания в Таиланде. Мне сказали приходить позже. Они посчитали и сказали, что я должна находиться в Таиланде не менее 15 дней. Только после этого я могу подавать на ковидный штамп. В общем, если вы сильно никуда не спешите и не поджимает 26 января, после которого обещают не ставить эти штампы, то лучше подождите 15 дней, чтобы не тратить время и не ездить 2 раза, как я. Ну а второй раз, как видите, я справилась всего за полчаса и получила заветный штампик. И если будут какие-то новости по продлению, по новым ковидным штампам, я вам обязательно сообщу. Так что подписывайтесь на меня в Инстаграме, на Ютубе и следите за моими выпусками. А сейчас давайте немного прокатимся по Самуи. Я проехала на тук-туке вдоль районов Мэйнам, Бапут и Чивенг. И везде увидела примерно одну и ту же картину. Вдоль трассы работает почти все. Я нашла закрытые лавки только там, где все было ориентировано на туристов. Из сетевых магазинов пострадал только Family Mart. Их осталось совсем мало. А вот любимые маркеты 7-Eleven, вечерние рынки, придорожные ресторанчики, массажные салоны и многое другое работает в прежнем режиме. Я увидела Самуи таким же, каким оставила его 3 года назад. Только туристов стало меньше. И в туристических районах совсем тихо. Я удивилась, что даже дорога от моего дома к пляжу через бары и ресторанчики почти не изменилась. Закрылось всего несколько кафе. Остальные по-прежнему ждут гостей и даже не повысили цены. На самом пляже Мэйнам всегда было не очень много отелей. Стало еще меньше. Надеюсь, скоро они снова откроются. По крайней мере, я им этого желаю. Кому я посоветую остров Самуи? Если вы любите движухи, вам нравится ночная жизнь Таиланда, развлечения, каждый день что-то новое, Самуи вам не подойдет. Раньше все это было возле пляжа Чивенг, сейчас пока что это все закрыто. А вот кому подойдет остров Самуи? Так это тем, кто любит уединение, кто хочет отдыхать на природе, наслаждаться морем, без толпы туристов, без изнуряющей жары. Если такой отдых для вас, то скорее приезжайте на остров Самуи. Вам здесь точно понравится. В следующих видео я покажу, что можно посмотреть на острове Самуи и поближе познакомлю вас с его жизнью. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски из Таиланда. Пока!